Привет! Вы на канале «Замуж в Индию». Я сейчас занимаюсь йогой, и часто в комментариях вы пишете, когда я вставляю эти фрагменты с наших занятий, вы пишете: ой, боже, что они там делают? Я пишу: разминку мы делаем. Но я просто не могу, когда мы сложные упражнения делаем, снимать видео и что-то рассказывать. И что еще? Кто-то еще написал, что зачем вообще нужна разминка, йога это не разминка. А вот и нет, это очень важно. Обязательно нужно, особенно перед занятиями йогой, делать хорошую разминку, чтобы разогреть все мышцы, все суставы. Это очень-очень важно. Сейчас я покажу вам асан. Ну как можно встать в такую вот позу без разогрева? Конечно же, никак. Ну, команда, let's go. Никак. Очень важно, чтобы мышцы были податливые, как тесто. Сегодня у нас экстремальная йога. Попробую выстоять минуту в планке и при этом вам что-то рассказывать. Так, 1, 2, 3, старт. Минуту мы стоим. Значит, а что я вам хотела рассказать, ребята? Что несмотря на вот такие вот интенсивные занятия йогой, я все равно как бы не очень стройная. То есть эти занятия мне дают энергию, прилив сил, хорошее, отличное настроение, снятие там каких-то стрессовых моментов. Но вот в плане фигуры я вижу, что мышцы растут, но я как-то не худею. Сейчас вот мне Бавин недавно рассказал, что многие его друзья, знакомые решили, что я беременная. Вы себе представляете? Он там выставляет иногда фотографии, где я рядом. То есть я, можно сказать, как его визитная карточка, его портфолио, можно сказать, да, вот лицо его продукта. И ему выгодно, чтобы я выглядела хорошо, чтобы у меня фигура была стройная, худенькая. Но это не так. Люди пишут ему, что там твоя Наташа беременная. 6, 7, 8, 9, 10. Все. Ну, не очень хорошо, я, честно говоря, сделала так. Болтать и делать это не годится. По поводу веса. Нихаю 57 kg. 56. 56-57. Вот смотрите, Ниха у нас сейчас весит 56-57 килограмм. А я боюсь вам даже признаться, ну, больше 60. Some people think I'm pregnant. No, you not think like that, but Bavin think. Вы тоже часто пишете: боже мой, Наташа беременная, 100%, она беременная. Height. 1,67 m, 1,67 m. And yours? Don't know. Она не знает, Ниха не знает свой рост. 1,67 м у меня, если что. Ну, вроде был раньше, может, я уже усохла. Ниха весит 56 килограмм. Господи, это мой идеальный вес, друзья. До рождения Артура я так примерно все время и весила, и выглядела потрясающе. Вот. Ну а сейчас мне очень сложно поддерживать этот вес, очень сложно. Действительно, я понимаю, что одной йоги недостаточно. Нужно еще что-то, нужен, как говорят все, комплексный подход. И вот мне, кстати, Бавин посоветовал один напиток, ну, вернее, даже не то, чтобы посоветовал, он настоял на том, чтобы я сегодня же пошла на рынок и купила все необходимое для приготовления этого аюрведического средства для похудения. Вот сейчас мы и пойдем. Он обещает, что в течение месяца я обязательно скину нужное количество килограмм и буду выглядеть опять как конфетка. Так, а сейчас, пожалуйста, посмотрите сюжет с нашей кухни. Я вам расскажу, как примерно я питаюсь и что я об этом думаю. И еще расскажу вам одну новость, к сожалению, не очень приятную. Ребята, сегодня у нас будет праздничное блюдо, но у нас это и у меня, и у Артура. Буду готовить грибочки. Вот, смотрите, вот такой вот лоточек. Ну, Насим думает, что здесь где-то 250 грамм, стоит у нас 50 рублей. 150 грамм. 150? Yeah. No, 150 грамм. Насим, в общем, Насим где-то увидел, что 150 грамм, но нет, ну, ребята, посмотрите сколько, ну, больше, я думаю, чем 150.
Короче, 50 рупий это стоит. Ну, может быть, это и не очень дорого, но факт в том, что здесь это дефицит. За этими грибами пришлось ехать по Раму в Нерал. У нас в Матаране их не продают, потому что нет спроса, соответственно, нет предложения. Местные, деревенские не едят грибы. Ну, во всяком случае, такие грибы. Покупные, искусственно, скажем так, выращены. Можно увидеть в любом меню ресторана, но люди дома как-то их не готовят, похоже. Так, вот специально высыпала эти грибы, вам показываю, сколько их тут. А ну, Артур, руку положи, чтобы вы увидели соотношение. Маленькие, вообще, может, и правда здесь 150 грамм. Ну, тогда дорого, конечно, за 50 рупий такая кучка. Но это нам вдвоем с Артуром. Сегодня я буду готовить картошку с грибами. Либо жульен я готовлю, либо картошку с грибами. Артур, что ты больше любишь, жульен или картошку с грибами? Картошку с грибами, конечно же. Вот Артур пришел мне помогать. Я займусь картошкой сейчас, а Артур грибы будет резать. Давай, режь. Насима выпроводила на 2 минутки. Слушайте, хочу рассказать вам одну, ну, для меня грустную новость. Я думаю, кстати, для многих из вас тоже. В общем, Афрос, вот этот вот молодой парень, талант молодой, уже с нами не работает. Вчера он уехал, вернулся к себе обратно в деревню, причем ушел от нас, можно сказать, с психами, со скандалом. Поссорился он с Насимом. Я не присутствовала, это мне уже потом Парам все рассказал, из-за чего они поссорились, из-за какого-то пустяка, что-то там он недопонял, в итоге Насим на него начал бочку катить, тот на него, и в итоге Насим его обозвал, ну как-то там, типа, ты глупый, ну какое-то такое вот слово неприятное ему сказал, и Афрос сразу же говорит, я не буду говорить, я не буду работать там, где меня считают глупым. То есть он причем не стал Парам, там уже потом ему звонил, пытался как-то это все наладить, выяснить. Я тоже там ему попыталась подлизаться, писала сообщение. Нет, он сразу же собрал вещи и отсюда. Зарплату он получил накануне. Но мне кажется, 99%, что он планировал уйти отсюда. Когда надоело работать, он рассказывал о том, что у него, в принципе, родители не бедные, у него есть там земля, он может заниматься фермерством и отлично зарабатывать. Мне честно, мне очень-очень жалко. Вот сейчас на кухне мы с Артуром, скажи, не хватает. Еще такой момент, почему я сейчас вам все это рассказываю без Насима, потому что, ну, естественно, он русский язык не понимает, но услышав имя Насим, Афрос, естественно, он поймет, потому что это горячая новость, естественно, он поймет, о чем я сейчас говорю. Вот, и мне Парам сказал, Наташа, ни в коем случае вообще не заводи эту тему с Насимом. Не дай бог он почувствует себя виноватым и тоже может с психами собрать свой чемодан и уехать. Потому что, да, ребята, здесь работники вот такие вот с характером. С ними надо, ну, прям, знаете, ути-пути, ну, очень надо, так, знаете, психологический подход к ним иметь. Вот вы сейчас, я уверена, очень сильно удивляетесь, но это так, да, это так. Насим вообще на самом деле очень ценный работник, поэтому с ним так тем более. Афрос для меня, он, ну, просто, он как же подружились, но на самом деле он не особо ценный работник, он свою работу выполнял не супер, мягко говоря, вот. Так, ребята, на полпути остановились показать вам наше блюдо. Коронное блюдо, картошка с грибами. Очень вкусно. Но не очень диетическое, конечно, блюдо. Но знаете, я вот считаю, что нужно есть все, но не стоит себе отказа в какой-то еде. Просто ограничивать себя в количестве. Вот это вот блюдо, ну, достаточно такая, да, порция. В принципе, мог бы и один человек это съесть. Но я это поделю напополам с Артуром. Очень вкусно. Ты правда хорошая хозяйка. Хозяйка, то есть. В основном слышу это только от Артура здесь, потому что Парам то, что я готовлю, не ест. Так, ну, минуточку внимания, уважаемые харьковчане. Значит, такая вот у меня для вас новость. Моя землячка, подруга Александра, профессиональный танцор и хореограф, открыла школу танцев для детей, ну, соответственно, в Харькове. Чтобы вы понимали, насколько Саша профессионал своего дела, я сейчас вам немножечко зачитаю. Значит, Саша чемпионка Украины по акробатическому рок-н-роллу, а также многократно брала золото, серебро и бронзу на соревнованиях в стиле техно, хип-хоп, джаз-фанк, диско, диско-слоу.
Кстати, это первая студия панджабского танца в Украине. Саму Александру вы не знаете, зато прекрасно знаете, я думаю, многие из вас помнят ее маму Светлану. Я когда была в Харькове, брала у нее интервью. Как раз на тот момент и ее дочь Александра была в Индии, сейчас она в Харькове. Саша знает подход к детям, дети ее любят и рвутся к ней на тренировки. Мы, кстати, тоже с Артуром, я думаю, скоро подтянемся. Саша, ты не против? Вот, очень часто ее ученики занимали призовые места на всеукраинских соревнованиях, и Саша имеет кубок за хорошую тренерскую работу. В общем, Саша научит танцевать каждого. Я, кстати, тоже очень хочу научиться красиво танцевать, хоть я и не ребенок, но, может быть, мне сделают исключение. У Саши есть своя особая техника тренировок с помощью резинки. В общем, друзья, еще по поводу тренировок. Они проходят 2 раза в неделю. Адрес Пушкинская, 5, 2 минуты от метро Университет, центр. Ну, подробную информацию вы узнаете уже от Саши. Я оставлю в первом комментарии, закреплю, а также в описании к этому видео информацию, как вы сможете связаться с Сашей, мои дорогие земляки харьковчане. И увидимся, возможно, скоро у Саши на танцах. И вот так, друзья, было очень вкусно. Ну, продолжим наш путь на рынок. Сейчас у меня есть микрофон, и я вот с удовольствием буду вам показывать всю дорогу. Hi, good morning. Шафибай. А вот тут, кстати, ребята, вы помните, именно здесь, но я думаю, те, кто меня давно смотрят, точно помнят, здесь жила подружка Артура Арадия. Девочка такая, знаете, веселая. Вот. И сейчас ее нет. Многие из вас спрашивали, куда она делась. Так вот, ее папа сейчас по-прежнему тут живет. Это такое казенное жилье. Так вот, ребята, напоминаю, сами они из Мумбаи, а это, то, что я вам показала, это казенное жилье, которое выделили ее отцу. Он здесь работает. Вот. Ну, а сейчас девочка не приезжает, потому что у ее мамы родился мальчик, братик, буквально пару месяцев назад. Ну, естественно, да, с таким малышом сюда приезжать ей не хочется. Ну, вроде бы как через пару месяцев, уже когда малыш окрепнет, обещали приехать. Да, ну и вот, Араде 9 лет, и у нее родился братик. И таких очень много примеров, примерно в таком вот возрасте. Ну, Артуру сейчас 7-й год, ну, вот так вот где-то 6-9 лет. У кого есть такого возраста ребенок, обычно эти родители заводят и второго. И поэтому вот от меня вот как-то все ждут, все спрашивают, а когда же уже второй, когда же уже второй? В Индии сейчас нет такого прям, знаете, как раньше рожали по 6 детей, по 9 детей. Но вот 2 как-то это, знаете, 1 мало. Считается, что надо 2 ребенка родить. Меня, если я там поправилась, уже сразу, точно она беременная, точно она ждет ребенка. И сегодня у нас воскресенье, поэтому так вот немножко оживленно. Видите, на улицах много и работников, и туристов тоже достаточно много. Такая пара влюбленная. И не скажешь, что это arranged marriage, брак по договоренности, скорее всего, по любви. Да, так вот, ребята, у меня тоже есть брат, и я... Ну, как-то вот с детства считала, что это идеальная семья, когда 2 ребенка. Ну, особенно классно, когда мальчик и девочка, когда мальчик старший, а сестричка помладше. Ну, в общем, и думала, что и у меня так и будет. Но сейчас, конечно, такие времена, до сих пор мы не можем никак корни пустить. И поэтому... Скорее всего, остановимся на одном. Потому что пока мы купим квартиру, возможно, у меня уже возраст уже не будет детородным. На пенсию уже. Так, ну вот мы, друзья, и на рынке. Артур сразу повел папу к вот этому вот цветочнику. Хочется ему цветочек завести. У нас уже есть лук, чеснок. А? А он уже тулси не хочет, он какой-то вот выбирает какой-то цветок другой. Тулси у нас... Тулси у нас, в принципе, прижилась. Несмотря на то, что козы сначала съели все листья, а потом мы огородили тулси, и сейчас она восстанавливается. Артур поливает каждый день.
Артур сам выбрал, хотя я бы выбрала другой цветок. И папе тоже там какой-то другой понравился. Но знаете, иногда надо позволять ребенку делать свой выбор. Сейчас мы спросим, как у нас... Excuse me, what is this flower name? Karneshwar. Пармешвар? Пармешвар? Но мы его будем называть Пармешвар. Так, теперь срочно надо искать Бавина. Пусть он нам перечислит все ингредиенты этого чудо-напитка. И быстренько надо купить, пока не разобрали это все. Так, а вот и киоск Бавина. Видите, сколько у него народу. Очередь стоит. Подождем сейчас, когда он освободится, тогда спросим. Так, Бавин, что мне надо купить? Рассказывай. Coriander leaf, black salt and black powder and lemon. Жаль, все, спасибо. Удачного дня. Have a nice day. Кстати, мы сейчас у Бавина кое-что и купим из того, что он перечислил. Ребят, ну у нас длинное сильно получается уже видео, поэтому сам напиток буду уже готовить в следующей серии. Обязательно не пропустите. Ну и расскажу вам, какой же он на вкус и мои вообще впечатления о нем. В общем, ребята, мы заметили брак, цветочки, которые выбрал Артур. И сейчас подошли поменять. И спросили, как этот называется. Прям вот he said, вечно вот. Britannia. Британия. Парам решил, что этот мужчина придумывает сам название своим цветам. А может быть, гортения? Я не очень просто. Это у меня сын ботаник, а я как-то особо цветами никогда не занималась, поэтому не знаю название. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, ну вот, друзья, продолжаем мы покупать все необходимое для напитка. Вот это вот кориандр. А ну, покажите. Вот черный перец. Так, а черная соль у нас есть дома. Все необходимое купили. Будем испытывать это мыло, которое мы привезли, можно сказать, как сувенир из прачечной. Мыло называется сапиндус, индийское мыло, сделано из плодов мыльного дерева. Так, стирать мы будем вот эту вот маечку Артура для чистоты эксперимента. Мы ее сейчас еще сильнее запачкаем нашей красной землей. Да, кстати, друзья, несмотря на то, что у нас есть стиральная машина, я до сих пор очень много чего стираю руками, потому что машинки стиральные не справляются с нашей грязью. И это делаю не только я, все, он и Ниха, в общем, короче, все в нашем поселке, у кого есть машинка, в ней стирают только чистое, то, что нужно просто освежить, а реально грязные вещи стирают руками. Кстати, по этой же причине, вот может быть, ну я видела в комментариях, кто-то уже заметил, что у меня накрашена только одна рука. Здесь есть маникюр, здесь нет, потому что правая рука у меня постоянно ногти ломаются, рабочая рука, и лак тоже обдирается, к сожалению. Ладно, Артур, иди сюда. Сейчас мы Артура попросим, он любит все пачкать. Давай, потом помоешь. Давай вот так. Так, ну, смотрите, майка реально грязная. И даже эту грязь стряхнуть, вот стряхиваешь, не стряхивает. Ну, не очень оно и мылится. Так, ну, весь процесс я, естественно, вам показывать не буду. Потру уж хорошенько. Вы видели, как эти прачки там в этих корытах и руками, и ногами стирают. Так что уж я тоже уделю этому побольше времени. Ну что, готовы? Смотрим с одной стороны, с другой стороны ни одного пятнышка. Реально мыло работает, хорошо отстирало. Ну, пришлось, конечно, там потереть, поработать, но, как говорится, не без этого, да. Вот, и еще такой момент. Вот мыло, которым здесь все индианки стирают, химическое, оно тоже очень эффективное. Отлично отстирывает любые пятна, но после него сильно сохнут руки. А это мыло нормально, то есть я не ощущаю никакого дискомфорта. Плюс еще они говорили, что это гипоаллергенное мыло. И еще такой самый важный, наверное, плюс, то, что оно не вредит окружающей природе. Так что зачет берем. Конечно, оно отстирывает. Это же просто пыль. Вот я не понимаю, если, например, хоть краска, тогда я бы удивился. А это просто пыль, обычная пыль. Ее можно и водой оттереть. Нет. А Я с тобой поспорю. Артур так рвался, говорит, мама, я хочу что-то сказать, я хочу что-то сказать.
Ты чё? Не, ну вообще на самом деле у меня не реклама этого мыла, просто, ну реально хочется его оценить. Но это тоже, я считаю, что отличный результат, потому что эту грязь ты же не стираешь одежду. Я, наверное, лучше знаю, как сложно отстирывать вот эти вот пятна. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.